Все думали, что все кончено. Камеры выключены. Толпа уже разошлась. Но за шумом аэропорта произошло нечто, чего никто не должен был видеть. Несколько недель Эйар и Муай спорили, пересматривали размытые кадры и пытались угадать правду. Действительно ли Тэйон и Чингук обнялись, когда никто не видел? Теперь они наконец нарушили молчание, и то, что они только что признали, меняет все. Потому что этот момент не был случайностью. Он не был случайным. И он не был предназначен для камер. Оставайтесь со мной. Потому что то, что на самом деле произошло между Тэйоном и Чингуком в том аэропорту, вот-вот шокирует вас. Аэропорт уже пустел, когда это произошло. Не в буквальном смысле, там еще были сотрудники, вспышки фотоаппаратов, далекое эхо голосов. Но момент прошел. Камеры опускались. Репортеры собирали вещи. Толпа уже переключалась на следующий репортаж. Именно тогда Тэйон и Чингук двинулись, и сначала никто этого не заметил. Они шли в нескольких шагах друг от друга, как всегда, когда к ним приковано внимание. Не слишком близко, не слишком бросаясь в глаза. Просто два участника одной группы, окруженные шумом и охраной. Но затем, сразу за слепым поворотом у выхода, что-то изменилось. Чингук замедлил шаг. Тэйон обернулся. И в этом узком, незащищенном пространстве между вспышками камер и личным пространством они сократили дистанцию. Это не было шумно. Это не было драматично. Это не было предназначено для того, чтобы это видели. Это было объятие. Не такое, как обнимают коллегу. Не такое, как обнимают фанатов. Такое, как обнимают, когда думают, что никто не смотрит. К тому времени, как толпа поняла, что произошло, они уже снова шли, лица нейтральные, шаги ровные, как будто ничего и не случилось. Но это произошло. И Эйар и Муай это почувствовали. В течение нескольких часов социальные сети взорвались. Размытые скриншоты. Дрожащие видео от фанатов. Тень здесь, внезапное движение там. Люди приближали изображение, обводили пиксели, спорили в темах, которые становились все длиннее и злее с каждой минутой. Они что, только что? Нет, это была охрана. Клянусь, Тэйон наклонился. Чингук остановился. Зачем ему было останавливаться? Не было ни четкого видео, ни неопровержимых доказательств, только ощущение, что что-то реальное ускользнуло из виду. И это только усугубляло ситуацию. Потому что тайна громче правды. Несколько дней объятия в аэропорту превратилось в призрак. Люди не могли перестать говорить о чем-то, чего они не могли до конца увидеть. Некоторые называли это заблуждением. Некоторые – принятием желаемого за действительное. Другие говорили, что это очевидно, и все просто делают вид, что это не так. Тэйон и Чингук молчали. Они продолжали появляться вместе, улыбались, работали, вели себя так, будто ничего не произошло. И это молчание только усиливало шум. Пока, наконец, оно не рухнуло. Это не произошло на драматической пресс-конференции. Это не сопровождалось громким объявлением. Это произошло в тихий момент, когда они думали, что люди просто небрежно слушают. Кто-то спросил про аэропорт. Про слухи. Про видеозаписи. Про то, из-за чего все спорили. Наступила пауза, такая пауза, от которой замирает дыхание. Чингук взглянул на Тэйона. Тэйон не отвел взгляда. И тут один из них сказал «да». Это случилось. Не перед камерами. Не для кого-либо еще. Но это было по-настоящему. Они подтвердили объятие. Они не описывали его в подробностях. Они не драматизировали его. Но и не отрицали. И в этом простом подтверждении все изменилось. Армии взорвались. Потому что это означало, что все эти размытые видеозаписи, все эти жаркие споры, все эти ночные теории – не плод воображения.
действительно был момент, который они пытались сохранить только для себя. И теперь люди хотели знать, почему. Зачем скрывать это? Зачем ждать подтверждения? Почему это было настолько важно, чтобы держать это в секрете? Ответы так и не были даны. Пока нет. Но одно было ясно: объятие в аэропорту было не просто маленьким жестом. Это была трещина в образе, который, как думали люди, они понимали. А если трещина появилась, она никогда не остается маленькой надолго. Потому что, когда Тэйон и Чингук признались в случившемся, они не просто подтвердили объятия. Они развязали бурю, которую никто не мог остановить. Подтверждение должно было положить всему конец. Одна простая истина. Одно тихое признание: объятие произошло. На этом все должно было закончиться. Вместо этого оно стало началом. Потому что, когда Тэйон и Чингук подтвердили момент в аэропорту, они не стали ничего объяснять. Они не смягчили это. Они не представили это как шутку или недоразумение. Они просто позволили этому существовать, в сыром, нефильтрованном виде и опасно открытом для интерпретации виде. И ARMY мгновенно заполнили тишину. Редактированные видео заполонили ленты. Старые клипы всплыли снова. Каждый взгляд, каждый шаг, каждый момент, который они когда-либо разделяли, внезапно стали восприниматься под новым углом. То, что раньше казалось обычным, теперь выглядело наполненным смыслом. То, что раньше казалось случайным, теперь ощущалось как нечто преднамеренное. Объятия что-то пробудили. Тэйон заметил это первым на следующем публичном выступлении. Атмосфера изменилась. Улыбки все еще были на месте. Приветствия все еще были идеальными. Но за светом софитов он чувствовал, как на него смотрят, пытаясь прочитать то, что он не говорит. Чингук тоже это почувствовал. На этот раз он держался ближе, не касаясь, но достаточно близко, чтобы Тэйон мог его почувствовать. Тихое присутствие в буре. Они не говорили об объятиях вслух. Им это было не нужно. Они словно третье сердцебиение сидели между ними. Позже, в коридоре подальше от камер, Чингук наконец заговорил. «Нам следовало отпустить это», — тихо сказал он. «Отпустить как?» — спросил Тэйон. «Притвориться, что этого не было». Тэйон повернулся к нему, его взгляд был острым, голос тихим. Но это было. И в этом была проблема. Потому что это уже было не просто объятие. Это был момент, который люди хотели присвоить себе, проанализировать, разобрать на части, пока он не соответствовал бы их представлениям. И ни один из них не хотел, чтобы это произошло. Они обнялись, потому что устали. Потому что шум был громким. Потому что иногда единственное место, где чувствуешь себя уверенно, это другой человек. Такая правда не выдерживает критики в интернете. Следующая волна ударила сильнее. Кто-то заявил, что видел больше. Кто-то поклялся, что есть более длинное видео. Распространились слухи, что объятие было не просто объятием, что это было прощание, или обещание, или что-то гораздо более глубокое. Ничего из этого нельзя было доказать. Все это казалось опасным. Однажды вечером Тэйон листал свой телефон, наблюдая, как теории с каждым часом становятся все более безумными. Чингук сидел рядом с ним, молча, сжав челюсти. «Они даже не знают, о чем говорят», — пробормотал Чингук. «Но они слушают», — ответил Тэйон. «И это еще хуже. Потому что, когда люди слушают, истории превращаются в убеждения. А убеждения превращаются в ожидания. А ожидания имеют свойство разрушать все». В следующий раз, когда они появились вместе на публике, что-то снова изменилось. Камеры запечатлели это. Не объятие, не прикосновение, а дистанцию. Они стояли дальше друг от друга, улыбались чуть меньше, говорили чуть осторожнее. И ARMY это заметили. Почему они избегают друг друга? Что-то пошло не так?
Объятие было ошибкой? Ситуация изменилась за несколько часов. За закрытыми дверями напряжение нарастало. «Мы ничего плохого не сделали», — сказал Чингук. «Я знаю», — ответил Тэйон. «Но они не живут в нашей реальности». На улице люди создавали историю, которую ни один из них не писал, историю, приближающуюся к тому, о чем они не были готовы сказать вслух. Потому что секретом было не объятие. Секретом было то, что оно раскрыло. Затем появился новый ролик. Не с объятием, а с тем, что произошло сразу после. Всего несколько секунд. Тэйон шел впереди. Чингук смотрел на него, его взгляд был мягким, выражение лица незащищенным, но он быстро скрыл это, поняв, что его снимают. Это было мелочью. Но этого было достаточно. Теперь дело было не просто в движении. Дело было в эмоциях. Взгляд длится дольше, чем объятие. Взгляд нельзя объяснить. К следующему утру он был повсюду. Тэйон и Чингук увидели видео одновременно. «Это ничто», — нервно рассмеялся Чингук. «Это все», — тихо сказал Тэйон. Потому что теперь история была не об объятии. Она была о том, что последовало за ним. А как только люди начинают искать то, что последовало, они уже не останавливаются. Буря усилилась. Вопрос был уже не в том, было ли объятие настоящим. Вопрос был в том, что оно означало, и как долго они могли продолжать притворяться, что это не так. Следующий этап ощущался как испытание. Толпа не просто аплодировала. Они внимательно рассматривали происходящее. Чингук занял место в нескольких шагах, слишком далеко, слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Их взгляды встретились на полсекунды. Достаточно долго, чтобы понять, что ни один из них не говорил. И тут это случилось. Небольшая ошибка. Полсекунды задержки. Чингук промахнулся и чуть не столкнулся с Тэйоном. Инстинкт взял верх, прежде чем сработала осторожность. Тэйон протянул руку, не драматично, не наигранно, просто искренне. Его рука схватила Чингука за запястье и потянула его обратно на место. Прикосновение длилось меньше секунды. Но арена взорвалась. Потому что это не было постановочным. Это был рефлекс. Чингук посмотрел на Тэйона, испуганный, затаив дыхание, широко открытыми глазами, чего быть не должно на сцене. Тэйон мгновенно отпустил его. Но ущерб был нанесен. Миллионы глаз только что увидели нечто необработанное, нечто незапланированное, нечто, что ощущалось точно так же, как те объятия в аэропорту. За кулисами царила напряженная атмосфера. Никто ничего не говорил. Но все знали, что видеозаписи уже распространяются. Замедленные повторы. Кадры крупным планом. Пальцы указывают на тот единственный момент контакта. Они прикоснулись друг к другу. Это не было запланировано. Посмотрите на их лица.